Ты чувствуешь это? Кто-то здесь. Сохраняй спокойствие, держись рядом. Берегись. Он вооружен. Мы справились. На этот раз. Да. Но это только начало. Кто вы? Я здесь для проверки станции. Я Логан Хейл, инженер. Мы должны работать вместе. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Орбитальный узел, известный как Меридиан Кросс, жил своей особой механической жизнью. Слои вращающихся жилых модулей тихо гудели, а пластины искусственной гравитации пульсировали под ногами тысяч существ, людей и инопланетян. Системы жизнеобеспечения шептали сквозь усиленные стены, а голоса на десятках языков сливались в непрерывный фоновый гул. Это было бьющееся сердце межзвездной дипломатии, торговли и урегулирования конфликтов, все связанное воедино сталью и светом. Главный системный инженер Логан Хейл уверенно шагал по дипломатическому ярусу, полностью сосредоточенный на текущей проблеме. Он не принадлежал этому месту. Все это знали. Безупречные коридоры с отполированными кристаллическими панелями и мягким рассеянным освещением предназначались для послов и высокопоставленных представителей, а не для инженеров с запачканными маслом руками. И все же он был здесь. Тактический жилет висел расстегнутым на его обнаженном торсе, обнажая покрытую шрамами кожу, напоминание о карьере, проведенной за починкой сломанных вещей в опасных местах. Темнорусые волосы были аккуратно стянуты назад, несмотря на хаос, охвативший станцию. Легкая щетина на подбородке придавала ему постоянно суровый вид, который часто нервировал дипломатов, предпочитавших выверенную внешность. «Полностью предотвратимо», — пробормотал Логан, поправляя инструментальный пояс на талии. «Если бы здесь хоть кто-нибудь слушал отчеты службы обслуживания». Сетка регулирования окружающей среды, обслуживающая дипломатический ярус, вышла из-под контроля, колеблясь между температурными крайностями и атмосферными сбоями. Как главного инженера Меридиан Кросс, Логана вызвали напрямую. Бюрократия отступила лишь потому, что последствия отказа могли быть катастрофическими. Погруженный в расчеты и схемы подсистем, прокручивавшиеся через нейроимплант, Логан свернул за изогнутый коридор и столкнулся с кем-то твердым, но неожиданно мягким. «Ой!» — воскликнул мелодичный голос, когда они пошатнулись. Универсальный переводчик мгновенно сгладил слова до безупречного стандартного тиранского, сохранив едва заметный гармонический оттенок. Логан инстинктивно протянул руку, чтобы поддержать ее. «Извините. Это моя вина». Он поднял взгляд. И забыл, как дышать. Она была чуть ниже его ростом, гуманоидной формы, но безошибочно инопланетной. Гладкая кожа изумрудного оттенка слабо мерцала под светом коридора, словно пронизанная живой биолюминесценцией. Ее глаза были ярко-бирюзовыми, глубокими и умными, отражающими больше эмоций, чем Логан был готов увидеть. Серебристо-белые волосы элегантными волнами спадали на плечи, резко контрастируя с темной дипломатической формой, идеально сидящей на ее стройной фигуре. «Ничего страшного», — ответила она, хотя ее взгляд задержался на нем с любопытной пристальностью. Логан прочистил горло. Логан Хейл. Главный системный инженер. Меня вызвали чинить климат-контроль. Она замешкалась, затем приняла его протянутую руку. Эйлира Вос. Старший дипломатический эмиссар Элизион Прайм. В тот же миг, как их руки соприкоснулись, воздух словно изменился. Изящный браслет на запястье Эйлиры внезапно пульсировал, испуская яркое голубое сияние. Свет стремительно усилился, разбрасывая мерцающие отражения по стенам коридора. Эйлира резко ахнула и отдернула руку, будто обожглась. Ее глаза расширились от недоверия. «Нет», — прошептала она. «Это невозможно». Логан моргнул, переводя взгляд с нее на светящееся устройство. Мне стоит волноваться». Она уставилась на пульсирующий браслет, дрожащими пальцами касаясь его поверхности. Свечение не исчезало.
Для рукопожатия реакция, мягко говоря, впечатляющая, попытался пошутить Логан, хотя в голосе уже звучала тревога. Эйлира выпрямилась, дипломатическое самообладание вернулось к ней усилием воли. Это культурный артефакт. Чрезвычайно личный. Логан поднял обе руки в примирительном жесте. Понимаю. Не хотел активировать что-нибудь важное. Но ее глаза выдавали ее с головой. Это индикатор резонанса связи, тихо сказала она. Мой народ использует их для определения физической и эмоциональной совместимости. И дай угадаю, медленно произнес Логан. Он не должен так реагировать на людей. Он вообще не должен активироваться, ответила она почти шепотом. Я ношу его с момента совершеннолетия. Он никогда ни на кого не реагировал. Прежде чем Логан успел осмыслить сказанное, освещение коридора резко замигало. Глубокий гул прокатился по станции. Взвыла аварийная сигнализация, и коридор залило багровым светом. «Это плохо», — пробормотал Логан, когда сработали профессиональные инстинкты. Он активировал коммуникатор. Хейл, центру управления. Доклад. В ответ — помехи, затем искаженный голос. Каскадный сбой питания. Основная и резервная сети отключены. Аварийные системы отказывают. Связь оборвалась. Взгляд Эйлиры снова метнулся к нему. У дипломатического яруса есть независимые системы среды. Если они отключатся, мрачно сказал Логан, люди погибнут. Очередной толчок сотряс станцию. Логан принял решение мгновенно. «Идите со мной. Поблизости есть вспомогательный узел управления. Я смогу временно стабилизировать этот сектор». Эйлира колебалась лишь мгновение, затем кивнула. «Ведите, инженер Хейл». Пока они двигались по затемненным коридорам, голубое свечение ее браслета ровно пульсировало между ними, безмолвное напоминание о том, что в движение было приведено нечто куда более серьезное, чем простой сбой системы. И где-то в глубинах Меридиан Кросс что-то было сломано намеренно. Система не отвечает. Мы должны действовать быстро. Я помогу вам, держимся вместе. Логан быстро продвигался по техническим коридорам, его ботинки тихо отдавались эхом по металлическому полу, пока аварийное освещение заливало все глубоким багровым светом. Меридиан Кросс ощущался иначе, словно хищник, затаивший дыхание. Системы выходили из строя по таким схемам, от которых у него зудело в затылке, и после 3 десятилетий инженерных катастроф Логан доверял этим инстинктам больше, чем любому диагностическому экрану. Эйлира шла рядом, не отставая, с поразительным самообладанием. Несмотря на хаос, ее осанка оставалась прямой, движения — точными. И все же Логан заметил едва уловимое напряжение в ее плечах и то, как ее пальцы время от времени касались светящегося браслета на запястье, словно она убеждалась, что он реален. «Вы ориентируетесь здесь так, будто сами это построили», — заметила она. «Иногда так и кажется», — не сбавляя шага, ответил Логан. «Эта станция — моя головная боль уже 5 лет». Они добрались до утопленной панели развилки, скрытой за декоративным сегментом стены. Логан вскрыл ее и подключил диагностический планшет, его пальцы двигались быстро. «Маршрутизация питания — полный хаос», — пробормотал он. Кто-то вручную обошел защитные контуры. Взгляд Эйлиры стал жестче. Это указывает на умысел. «Саботаж», — подтвердил Логан. «Чистый и преднамеренный». Прежде чем она успела ответить, по станции прокатилась новая дрожь, на этот раз сильнее. Температура резко упала, и в воздухе появился видимый туман. Эйлира резко вдохнула. «Это ненормально». «Коллапс окружающей среды», — сказал Логан. «Мы теряем контроль сектор за сектором». Он резким движением перенаправил вспомогательное питание. Панель загудела, освещение слегка стабилизировалось. «Это продержится какое-то время», — сказал он. «Но нам нужно попасть в главный инженерный отсек. Если повреждена центральная сеть».
«Вам понадобится уровень доступа выше вашего допуска», — спокойно перебила Эйлира. Логан посмотрел на нее. «Предлагаете помощь, дипломат?» Она слегка наклонила голову. «Мои полномочия перекрывают большинство внутренних ограничений. Если это атака, протокол допускает совместную власть». Он коротко кивнул. «Тогда идем». Они вышли в широкий транзитный коридор, пугающе пустой. Ни голосов. Ни шагов. Лишь далекие сирены и низкий стон напряженного металла. «Идет эвакуация», — сказал Логан. «Стандартная процедура». Пока они шли, Эйлира теперь изучала его внимательнее. Шрамы на руках. Сосредоточенную жесткость во взгляде. То, как он постоянно оценивал углы и пути отхода. «Вы уже бывали в подобных ситуациях», — сказала она. «Слишком часто», — ответил Логан. Ее браслет засветился ярче. Они подошли к герметичной переборке с надписью «Ограниченный доступ, инженерный отсек». Логан провел картой. Ничего. «Потеря питания», — пробормотал он, опускаясь на колено, чтобы открыть ручной доступ. «Позвольте мне», — сказала Эйлира. Она извлекла из рукава тонкое устройство и приложила его к панели. Оно издало мягкий гармонический звук. Замок отключился. Логан уставился на нее. Это не стандартная дипломатическая техника. Она слабо улыбнулась. Дипломатия Элизиона иногда требует универсальности. «Напомни мне никогда тебя не недооценивать», — сказал он, распахивая дверь. Внутри инженерный зал был темным и безмольным. Огромные генераторы стояли неподвижно. Диагностические экраны мигали каскадами символов ошибок. Логан сразу направился к центральной консоли. «Все хуже, чем я думал». Эйлира стояла достаточно близко, чтобы он снова почувствовал ее запах, едва уловимый и непривычный. Теплый. Резкий. Почти электрический. «Основная и резервная сети полностью отключены», — продолжил он. «Системы жизнеобеспечения работают на аварийных резервах. В лучшем случае 6 часов». «Это мог быть несчастный случай?» — спросила она. Он покачал головой. «Нет. Кто-то точно знал, куда бить». Пока он работал, Эйлира обходила зал, осматривая повреждения. «Ваш вид быстро адаптируется», — сказала она. Большинство бы запаниковало. «У нас нет такой роскоши», — ответил Логан. «История человечества — это одна длинная цепь катастроф. Либо учишься, либо умираешь». Она смотрела на него с чем-то похожим на восхищение. «Это многое объясняет в вашей репутации». «Непредсказуемые». Усмехнулся он. «Опасные и эффективные», — поправила она. Логан перенаправил питание через вспомогательные контуры. Системы откликнулись вяло, но удержались. «Это стабилизирует критическое жизнеобеспечение», — сказал он. Но что-то еще не так. Внезапная резкая боль взорвалась у него за глазами. Логан пошатнулся и рухнул на одно колено, когда на него обрушились видения. Огонь. Искореженный металл. Крики, эхом разносящиеся по рушащемуся корпусу. Логан. Эйлира мгновенно оказалась рядом, сжимая его плечи. Он задыхался, прижимая ладони к вискам. «Не сейчас, черт!» «Что происходит?» — потребовала она, и в ее голосе прорвался страх. «Воспоминания», — выдавил он. «Старая миссия». Постепенно боль отступила, оставив его дрожащим. Прикосновение Эйлиры смягчилось, почти благоговейно, когда ее пальцы коснулись шрамов на его лице. «Ты несешь в себе больше, чем физические раны». «Станция Гиперион», — тихо сказал он. 3 года назад. Саботаж. 37 погибших. Ее глаза расширились. Этот почерк, он совпадает с тем, что мы видим сейчас.
Он встретил ее взгляд. Кто-то не закончил начатое. Консоль резко пискнула. Логан поднял голову. На экране наблюдения появился знакомый человек в рабочем комбинезоне, получающий доступ к закрытым докам. Челюсть Логана напряглась. Это он. Директор Мейсон Крелл. Он выжил на Гиперионе. Значит, он и есть саботажник, холодно сказала Эйлира. И он уходит, ответил Логан. Не говоря больше ни слова, они двинулись вперед. 7-й доковый отсек возник перед ними, двери были приоткрыты. Внутри запускался шаттл, груз уже закреплен. Крелл обернулся, и удивление на его лице сменилось презрением. «Все еще чинишь поломки, Хейл». Логан поднял конфискованное энергооружие. «Все кончено». Крелл рассмеялся. «Ты так и не понял общей картины». Эйлира двинулась быстрее, чем Логан ожидал, ударив Крелла по руке и выбив оружие. Крелл споткнулся, ударился головой и рухнул без сознания. Наступила тишина. Логан выдохнул. «Напомни мне еще раз, почему дипломатов боятся». Она едва заметно улыбнулась. Не все переговоры ведутся словами. Когда угроза была устранена и служба безопасности вернулась к работе, они отступили в каюту Логана. Адреналин схлынул. Тишина стала тяжелой. Эйлира стояла рядом, ее браслет светился ровным светом. «Твой индикатор связи», — тихо сказал Логан. «Что он означает теперь?» Она посмотрела на него, и в ее взгляде была явная уязвимость. «Он означает, что эта связь реальна». Воздух между ними изменился. И ни один из них не сделал шага назад. Кто там? Мы должны быть готовы. Смотри внимательно, это может быть опасно. Каюта Логана была скромной по меркам станции, функциональной, а не декоративной. Вдоль одной стены тянулись ящики с инструментами, на небольшом столе аккуратными стопками лежали дата-планшеты, а единственный иллюминатор открывал вид на медленное вращение Меридиан Кросс на фоне звездного поля. Это было пространство, созданное для человека, который редко останавливался и почти никогда не позволял себе покой. Теперь же комнату наполняла тишина. Эйлира стояла у иллюминатора, и мягкое голубое свечение ее индикатора резонансной связи едва заметно отражалось от усиленного стекла. Аварийное освещение вернулось к обычному режиму, заливая помещение спокойным белым светом, который после пережитого хаоса казался неожиданно интимным. «Тебе стоит присесть», — сказал Логан, заметив легкую скованность в ее движениях. «Ты там получила удар». «Это незначительно», — автоматически ответила она, затем сделала паузу. «Но я принимаю твою заботу». Он подошел осторожно, словно боялся, что резкое движение может разрушить хрупкое равновесие, возникшее между ними. Когда он протянул руку, она не отстранилась. Его пальцы коснулись ушибленного плеча, теплые на фоне ее более прохладной кожи. Эйлира резко вдохнула. «Чувствительно», — пробормотал Логан, скорее констатируя факт, чем спрашивая. «Да», — признала она. У элизийцев нейронные рецепторы крайне восприимчивы к прикосновениям. «Полезно знать», — тихо сказал он, отступая ровно настолько, чтобы дать ей пространство, хотя каждый инстинкт тянул его ближе. Индикатор засветился ярче. Эйлира посмотрела на него, затем снова подняла взгляд на Логана. «Ты должен кое-что понять о моем народе. Когда это устройство активируется, оно не создает чувства. Оно их выявляет». Логан оперся о стол, скрестив руки. То есть это притяжение уже существовало. «На подсознательном уровне», — подтвердила она. Биология, инстинкт, резонанс. Все совпало. Он внимательно изучал ее лицо, то, как ее бирюзовые глаза без колебаний удерживали его взгляд. У людей нет устройств для такого. «И все же», — мягко сказала она, — «ты тоже это почувствовал». Он не мог с этим спорить. С того момента, как они столкнулись в коридоре, что-то изменилось. Притяжение.
Узнавание, не поддающееся логике. «Ты упомянула усиленные реакции», — сказал он. «Какие именно?» Эйлира помедлила, затем выбрала честность. Ускоренное сближение. Повышенная эмоциональная открытость. Физическая чувствительность. Стремление к близости. Логан медленно выдохнул. Это многое объясняет. Ее губы изогнулись в легкой, почти застенчивой улыбке. «Тебя это тревожит?» «Нет», — ответил он сразу. Потом осторожнее добавил, «немного пугает». Она кивнула. «Хорошо. Меня тоже». Это общее признание растворило еще одну невидимую преграду между ними. Логан снова шагнул ближе, уже осознанно. На Гиперионе я понял, что происходит, когда игнорируешь страх. Или закапываешь его. Взгляд Эйлиры смягчился. «Тебя обвинили». «Да», — сказал он. «И я обвинил себя». Она подняла руку и коснулась его груди, там, где под кожей скрывались старые шрамы. «Ты несешь в себе вину, которая тебе не принадлежит». Искренность в ее голосе сжала ему горло. Он накрыл ее ладонь своей, ощущая легкую дрожь под внешним спокойствием. «Ты меня даже не знаешь», — сказал он. «Я знаю достаточно», — ответила она. «Ты идешь навстречу опасности. Ты чинишь то, от чего другие отказываются. И ты остался, когда уйти было бы проще». Индикатор теперь пульсировал медленно и ровно. Логан осторожно поднял ее руку, разглядывая светящийся браслет. «И что дальше?» «По элизийским меркам». «Традиционно», — сказала Эйлира, — «следует период ухаживания. Время, проведенное вместе. Наблюдение. Подтверждение совместимости. А если не получится?» «Редко», — признала она. «Но возможно». Логан слабо улыбнулся. Люди называют это свиданиями. Ее переводчик на мгновение замер, затем адаптировался. Неэффективный, но эмоционально насыщенный процесс. Очень точно. Их общая улыбка снова сменилась тишиной, но теперь она была наполненной, а не неловкой. Не вполне решив это заранее, Логан сократил оставшееся расстояние между ними. Его рука легко легла ей на талию, оставляя ей полную возможность остановить его. Она этого не сделала. Напротив, она подалась вперед. Их первый поцелуй был осторожным и следующим. Скорее вопросом, чем утверждением. Ее губы оказались теплее, чем он ожидал, мягкими, с едва уловимой сладостью, которая лингерт даже после того, как они отстранились. Индикатор вспыхнул. Эйлира затаила дыхание. Это было не по регламенту. Логан тихо усмехнулся. «Добро пожаловать в человеческие инстинкты». Она удивила его, поцеловав снова, глубже на этот раз, когда любопытство взяло верх над осторожностью. Его рука скользнула вверх, поддерживая ее затылок, пальцы переплелись с серебристыми прядями волос. Когда они, наконец, отстранились, оба дышали чаще. «Нам стоит сбавить темп», — сказала Эйлира, хотя не отодвинулась. «Наверное», — согласился Логан столь же неохотно. Резкий сигнал прервал их. Служба безопасности станции вызывала их для отчета. Реальность вновь заявила о себе. Позже, после формальностей и докладов, Меридиан Кросс начал стабилизироваться. Крелл был взят под стражу. Похищенные исследования возвращены. Ночной цикл опустился на станцию. Вернувшись в каюту Логана, они, наконец, почувствовали усталость. Эйлира прислонилась к нему на краю кровати, положив голову ему на плечо. «Мой народ будет встревожен». «Мой тоже», — сказал Логан. Межзвездная политика не отличается гибкостью. Она приподняла голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Это изменит твое желание продолжать?» Он ответил ей ровным, уверенным взглядом. «Нет». Индикатор пульсировал, словно соглашаясь.
Они легли рядом, не в порыве, а в общем тепле и тихом понимании. За иллюминатором медленно проплывали звезды, безразличные свидетели чего-то редкого, начинающегося прямо сейчас. Ни один из них не знал, какие испытания ждут впереди. Но ни один и не собирался уходить. Быстрее! Он нас догоняет. Держись рядом! Мы справимся! В течение следующего цикла Меридиан Кросс перешел в режим восстановления. Аварийные бригады приводили в порядок поврежденные системы, дипломаты выходили из укрытий, а официальные заявления заполняли все каналы тщательно нейтральными формулировками. Для широкой публики кризис был исчерпан. Саботаж предотвращен. Стабильность восстановлена. Для Логана Хейла ничто не казалось стабильным. Он стоял в инженерном отсеке, контролируя финальную диагностику, когда появилась Эйлира. Ее присутствие невозможно было не заметить. Разговоры стихали. Персонал неосознанно выпрямлялся. Элизийские послы излучали спокойную власть, привлекающую внимание без принуждения. Но когда ее взгляд встретился со взглядом Логана, это спокойствие едва заметно дало трещину. «Ты выглядишь так, будто совсем не спал», — сказала она. «Инженеры не спят», — ответил Логан. «Мы перезагружаемся». Она улыбнулась, затем указала на более тихую смотровую платформу с видом на реакторное ядро. «Могу я одолжить тебя на минуту?» Он кивнул и пошел за ней. Пространство наполнял низкий гул стабилизированной энергии. Впервые с момента их встречи не было тревог. Не было спешки. Только они. «Я получила сообщение с Элизийского прайма», — сказала Эйлира, сцепив руки за спиной. «Мое руководство знает об активации индикатора связи». Логан напрягся. «Так быстро». «Передача произошла автоматически», — пояснила она. «Устройство связано с нашими культурными архивами». И их реакция. Она замялась. Озабоченность. Любопытство. Сопротивление. Он медленно выдохнул. Звучит знакомо. Они потребуют оценку, продолжила она. Психологическую совместимость. Анализ культурных рисков. Прогноз политических последствий. Разумеется, пробормотал Логан. Эйлира повернулась к нему лицом. «Мне нужно знать кое-что, Логан. Прежде чем это станет чем-то большим, чем мы». Он выдержал ее взгляд. «Спрашивай». «Если все это окажется трудным», — осторожно сказала она, «если твои люди будут против, если мой мир станет давить на меня, требуя разорвать связь, ты пожалеешь об этом?» Вопрос ударил глубже, чем он ожидал. Логан вспомнил Гиперион. Уход. Годы, проведенные в отстраненности от всего, что могло причинить боль. Затем он посмотрел на нее. «Нет», — твердо сказал он. «Я бы пожалел, если бы не стал за это бороться». Она судорожно выдохнула, облегчение было очевидным. Индикатор на ее запястье засветился ярче. «Тогда и я тоже», — сказала она. «Впервые я намерена поставить инстинкт выше протокола». В ту ночь они вернулись в его каюту не беглецами от хаоса, а добровольными участниками чего-то хрупкого и нового. Их близость углублялась медленно, осознанно. Они узнавали, они присваивали. Логан проводил пальцами по тонким узорам ее кожи, зачарованный тем, как она реагирует на прикосновение, как едва заметно мерцает, когда ее эмоции усиливаются. Эйлира с такой же любознательностью изучала его, кончиками пальцев проходя по шрамам, читая истории, вписанные в его тело. «Ты пережил то, что должно было сломать тебя», — прошептала она. «Ты тоже», — ответил он. Они открывали различия и сходства. Ее повышенную чувствительность. Его выносливость. Ее дисциплину. Его приспособляемость. Вместе они сочетались так, как ни один из них не мог предугадать. Когда они наконец отдохнули, переплетенные в тихом тепле, свечение индикатора стало мягким и ровным.
Утренний цикл вернул реальность с новой силой. Эйлиру вызвали на дипломатический совет. Логана — на разбирательство службы безопасности. Они расстались неохотно, один общий взгляд нес в себе больше смысла, чем слово. Зал совета был заполнен проекциями элизийских старейшин. Их выражения варьировались от зачарованного интереса до откровенной тревоги. Человек, произнес один сухо. Без генетического прецедента. Он олицетворяет хаос, добавил другой. Нерегулируемые эмоции. Нестабильное поведение. Эйлира выпрямилась. Он олицетворяет стойкость. Инновации. Верность. Вы скомпрометированы, обвинил третий. Эмоционально зависимы. Да, спокойно ответила Эйлира. И впервые полностью осознаю это. Индикатор связи светился ровно, пока она говорила. Тем временем Логан проходил собственную проверку. Человеческие чиновники задавали вопросы о мотивах, рисках безопасности, дипломатических последствиях. «Вы понимаете, к чему это может привести», — сказал один из офицеров. «Связь между видами на таком уровне меняет правила игры». «Это как раз по нашей части», — ответил Логан. «Менять правила». Когда проверки закончились, ни один из них не получил четкого одобрения. Но и прямого осуждения тоже не последовало. Неопределенность повисла тяжелым грузом. Они встретились вновь в тишине станции Нова-Арборитума, где искусственный солнечный свет пробивался сквозь инопланетную листву. Ну что ж, нарушил молчание Логан. Похоже, мы спорный вопрос. Эйлира тихо фыркнула. Исторически значимый. Он протянул ей руку. Все еще того стоит. Она без колебаний взяла ее. Больше, чем когда-либо. Они стояли вместе среди растений сотен миров, символов сосуществования, которое когда-то казалось невозможным. Меридиан Кросс безмолвно вращался на орбите, не подозревая, что в его стенах укоренилось нечто куда более разрушительное, чем саботаж. Связь не спроектированная, не предсказанная, но выбранная. И именно это изменило все. Мы сделали это. Мы сделали это. Вместе. Да, вместе мы справились. Арборетум стал их убежищем на протяжении следующих циклов. Пока переговоры разворачивались в конференц-залах и зашифрованных каналах, Логан Хейл и Элейра Вейн находили моменты тишины среди живых существ, которым не требовалось ничье разрешение, чтобы расти. Растениям было все равно на договоры, генетические вероятности и культурные прецеденты. Они просто откликались на свет, тепло и заботу. Почти как они сами. Меридиан Кросс стабилизировался, но напряжение все еще ощущалось под поверхностью. Слухи распространялись быстрее официальных заявлений. Человеческий инженер и элизийский дипломат, связанный древним индикатором родственных душ, к такому у станции не было протоколов. Это тревожило людей, а встревоженные люди задают опасные вопросы. Один из таких вопросов возник раньше, чем ожидалось. Логан перенастраивал гравитационный стабилизатор, когда огни аварийного приоритета мигнули янтарным. Открылся канал высшего уровня. «Хейл», — произнес голос. «Вы нужны в стратегических операциях. Немедленно». Он вытер руки и медленно выдохнул. «Уже иду». Зал был холоднее остальных отсеков станции, температура была снижена для удобства разных видов. Пространство заполняли голографические фигуры, представители человеческого командования, руководство станции и одна незнакомая проекция с кристаллическим символом Элизиона Прайм. В центре стояла Элейра. Она не выглядела испуганной, но выглядела решительной. Это совместное рассмотрение, объявил элизийский представитель. В связи с беспрецедентной активацией духовной связи с неэлизийской сущностью. Логан инстинктивно встал рядом с Элейрой. «Вы не обязаны говорить, если к вам не обращаются напрямую», добавил человеческий чиновник. Логан проигнорировал это. «Тогда я скажу сейчас», — произнес он.
Потому что все это не просто техническая аномалия. Это два человека, сделавшие выбор. По голограммам прошел ропот. Элейра посмотрела на него, и на ее лице мелькнула благодарность. «Индикатор связи не случайен», — сказал элизийский голос. Он реагирует на глубокую совместимость на физическом, когнитивном и эмоциональном уровнях. Люди никогда не учитывались в его конструкции. «И все же мы здесь», — ответил Логан. «Потому что ваши технологии не учли адаптивность». Элейра шагнула вперед. «Эта связь не ослабляет мой долг. Она проясняет его. Через Логана я увидела человечество не как хаос, а как потенциал. А через нее, — добавил Логан, — я понял, что сдержанность — это не слабость. Это выбор». Наступила тишина. Затем активировалась еще одна проекция, старейшина элизийцев с отметинами высочайшего статуса. «В нашей истории», — медленно произнес старейшина, — «каждая связанная пара так или иначе меняла ход нашей цивилизации. Прогресс часто начинается с нарушения привычного порядка». Элейра затаила дыхание. «Мы не будем разрывать эту связь», — продолжил старейшина. «Но и игнорировать ее последствия мы не станем». Логан почувствовал, как напряжение покидает его плечи. «Будут условия», — сказал представитель людей. «Совместный надзор. Протоколы культурного обмена. Общее назначение». Элейра повернулась к Логану. «Они предлагают интеграцию». Он слабо усмехнулся. «Похоже, мы сломали Вселенную ровно настолько, насколько нужно». Решение разошлось волной. Новостные сети сразу нескольких систем подхватили историю. Аналитики спорили. Комментаторы строили догадки. Экстремисты с обеих сторон протестовали. Но произошло и кое-что еще. Любопытство вытеснило страх. Совместных проектов стало больше. Люди и элизийцы запрашивали общее назначение. Ученые пересматривали допущения, которые раньше считались неизменными. Связь стала символом не скандала, а возможности. Спустя недели Меридиан Кросс готовился к ротации вылетов. Логан стоял в доке, пока Элейра завершала координацию финального отчета. «Готов?» — спросила она. «К чему?» — ответил он. «Стать сноской в межзвездной истории». Она улыбнулась. «Стать ее частью». Их следующее назначение было беспрецедентным — совместный исследовательский корабль. Смешанный экипаж. Без заранее заданной иерархии. Испытательный полигон для сотрудничества. Когда корабль начал запуск, Логан почувствовал знакомую вибрацию под ногами. Но на этот раз не было страха. Не было бегства. Только движение вперед. Они стояли бок о бок у обзорного экрана, пока звезды вытягивались в светящиеся линии. «Ты когда-нибудь думаешь о том, насколько это невероятно?» — тихо спросил Логан. «Постоянно», — ответила Элейра. «Вероятностные модели дают почти 0. И все же», — повторила она, скользнув рукой в его ладонь. Индикатор родственных душ пульсировал один раз, ровно и спокойно. Не срочно. Не требовательно. Просто существуя. Они не знали, какие испытания ждут впереди: культурные столкновения, политическое давление, неизвестные опасности за пределами изученного пространства. Но они знали одно. Они встретят все это вместе. Два вида. Две истории. Одна связь, бросающая вызов логике, биологии и ожиданиям. И тем самым они доказали то, чего ни один из миров раньше до конца не понимал. Что величайшая сила человечества не в доминировании и не в агрессии, а в способности устанавливать связь. А элизийцы, при всей своей точности, наконец нашли нечто, что невозможно вычислить. Надежду. Спасибо, что слушали «Мир научной фантастики». Если вам понравилась история, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал.
До следующей встречи. Смотрите на звезды и помните, даже в самых далеких галактиках именно семья делает нас людьми.